Добрый день, друзья. Вот второй день. Ночь прошла успешно, как говорится. Пришел ко мне человек, который будет заниматься ремонтом, помогать мне, значит, штукатурить стены. Закрою дверь, а то пищит. Вот. И сейчас моя задача, сейчас еду я в город, тут недалеко, Малый Березный, приблизительно 6 километров. Значит, мне нужно заказать, привезти песка, привезти цемента, привезти сетку, в общем, все, что нужно для ремонта. Ну и кое-что, в общем, кое-какой взять себе инструмент, так как, в принципе, мне нужно будет заниматься тоже работой, но в частности, значит, займусь разборкой старой печи, и нужно мне сделать печь. Ну, в общем, пока так. Все, выезжаю, друзья. Так, друзья, съездил я в Малый Березный, заказал песок, заказал цемент. Песок привезут КамАЗом, песка нужно много на штукатурку и на печь. Вот, поэтому, прежде чем привезут песок, нужно его куда-то выгрузить, подготовить место и подготовить заезд. Чем сейчас и займемся. Сосед Василий мне поможет. А теперь нужно, вот вы видите, где калитка, вот она, уже заросшая, ворота здесь были. Теперь я их хочу переделать, вот сюда поставить, вот в это место, вот до этого дерева. Ну, по крайней мере, сейчас открою вот этот промежуток, чтобы сюда заехал КамАЗ. Ну, а ворота, может быть, они здесь и останутся, это легковой машиной заезжать буду сюда. Вот. Чтобы легковой вот в это место заезжать и сюда подъезжать к дому, если оставлять ее на улице. Подрихтую немножко деревья, в общем, повыпиливаю. Вот это вот я казал, новая пила, вот эта вот ProCraft, она, вот она. Очень много времени я потерял, ездил в Малый Березный, Великий Березный, там получил посылку, я которую сам себе я выслал еще там у себя дома. Вот, заехал, забрал, продукты кое-какие купил, так как я приехал, в принципе, без продуктов, без ничего. Ну и узнал по поводу песка, цемента, так как работы предстоит здесь немало. Нужно будет и штукатурить стены, и полы там заливать бетоном. Ну, в общем, работы много. Печку делать, для печки тоже нужен песок. В общем, будем говорить, всего нужно будет немало. Ну и, друзья, день второй пребывания моего здесь, в Закарпатье. И моя задача сегодня, ну и вообще на это посещение, в общем, навести порядок. Здесь, ну как, отремонтироваться немножко, подремонтировать. Ну и, конечно же, переложить эту печь. Я уже вам говорил, наверное. Поэтому сейчас я к этому и приступлю. И это тут сразу две плиты ложу вверх.
рамка. Видите, как так тут печь получится. Так, выношу я тоже. Вот такую тачку закатил, чтобы сразу сюда все. Нет, тут кирпичей, в принципе, даже не было. Видите, какие тут капли? В середине вот он, как он сделан. А серединка здесь залаживается глиной. Вот он. Это он уже сверху покрашен, а так он, по-моему, вот белый цветом был, по-моему, кафель. Видите? Кафель именно разбита. Треснулась. Дверца. Чтобы меньше пыли побрызгали. Колосниковая. Видите, какая маленькая. Колосники какие. Такая печка миниатюрная была. В смысле, что маленькая по закладке дров. И горела, в принципе, она неплохо. Но, ну как, в смысле, грела. Грела она погано, дымила. Если видите, как была печь сложена, вот здесь вот топка была, а вот это была вот, видите, арка сложена. Это здесь пекли хлеб, там, в общем, все остальное, вот арка там. Прям там разжигали, вот тут вот в середине разжигали. Там есть еще вытяжка в середине, тоже идет в дымоход. И растапливали ее так, чтобы она нагревалась, а температура была очень большой. И туда уже ставили и запекали хлеб там. В общем, что-то как-то так. Духовка здесь была, но от духовки толку было очень мало. Так. Нашел совок такой старый, какой-то уже поломанный. Вот она арочка, видите, сложена так. Сейчас я ее очищу, вам покажу. Так, надо, наверное, уже мусор этот вывести, иначе я потом тачку не смогу опустить.
Ломать не строить, душа не болит. Так всегда говорил мой отец. Когда что-нибудь то ли сарай, то ли еще что-нибудь разбирал, потом перестраивал. Вот. Сюда ход идет. Дым мало. Дело в том, что непонятно, духовка так высоко была сделана. Для чего? Дело в том, что чем теплее будет, чем печка будет ниже, тем лучше. Потому что снизу холодный воздух. Зачем ее духовку вообще так поднято? Ну, просто... Это ложили еще, наверное, я не знаю, в какие года. В 50-е, может быть. А может еще раньше. Видите, какая плитка. Вот, смотрите. Кусками такая. Уголочки, все как положено делали. А это вообще угловая, видите? Вот так. Ну, у нас, где я, откуда, там у нас таких не было вообще плит. Это у нас там чисто она была побелка, с кирпича сложена, сверху глиной помазана и побелена. В крайнем случае, это где-то уже 80-е годы, это было уже, обшивали железом ее и красили там белым цветом, чтобы она беленькая стояла. Вот такого кафеля мы не видели его сроду никогда. Это, видать, импортный какой-то кафель был, то ли чешский, то ли, ну, не советский. Это явно. И проволока вложена, что кусочки. И это ж ложили под определенный размер. Какой размер был задуманный, такой и ложили. Больше, меньше, то есть все печи были стандартные, одинакового размера. Потому что невозможно сделать другого размера. Так как кафель был только такой. Ну, здесь вот именно в этом районе в Закарпатье. Так, вывезу сейчас эту плитку. Все. Аккуратненько. Ух ты. Развернуться надо. Как-то. Вот так. И чтобы меньше глина в эту плитку ложить, сюда вот залаживали черепицу. Кусок черепицы били и туда в середину и глиной обмазывали. Наверное, задом я здесь передом я так не проеду, как задом. Ну и, друзья, хочу сейчас вам показать третью комнату, то есть отдельно, которая находится. А это еще дополнительный вход. Здесь, как вроде бы сказать, мастерская или что-то такое. Можно сделать еще одну комнату. Тоже здесь большая комната, как вы видите, вот она. Здесь я уже, как вы догадались, привез свой инструмент кое-какой. И пилы, и инструмент, потому что, в принципе, уже все было договорено. Вот, и я надеюсь еще что-то здесь сделать. Которую я вам показывал в прошлый раз, она была там типа мастерской. Вот, сейчас я покажу, как это все выглядит. Вот, комната эта. Оп. И вот, друзья, это та комната, которая... Лампочки тут нету, оказывается. Это там, где здесь стояли... В общем, все обшарпанное было, все... Тут кошмар, что было. Тут окошко такое, видите, вот маленькое. Вот. Ну, я вам хочу сказать, здесь прохладно, хорошо так.
пока все. Сейчас ты тут плитку оборву, тут и кирпич будет. Переложим мы вместе с плиткой кафель. Кафель выложим. Это белый кафель был. Порезанный. Нагинали, видите, какие проволочки, вот они. Так, и вот же, смотрите, черепица целая. О, ну такая, как бачите. Вот она. Вот чуть-чуть, может, пылючки меньше будет. Так, ну рабочий день закончился, надо что-то есть и приготовить. Я, когда ездил, купил курячих гамилок. И сейчас, наверное, штучки 4 поджарю. Да, тут их раз, два, три, 4, 5. Ну вот, наверное, 4 приготовлю, а 4 эти назад в холодильник отнесу. Сейчас поджарю их. Сейчас приправой чуть-чуть. Присыплю. Чуть-чуть маслица ливану. Ставлю и включаю плиту на 1300 градусов. Это индукционная плита, вот она холодная. Я беру рукой, ставлю сковородку, она начинает сковородку греть. Сейчас нагреется, начнет чуть-чуть потрескивать, и я вылаживаю туда курочку. И еще, ну, хотел я, есть грибы у меня здесь белые, хотел с грибами ее поджарить и с чесночком. Но не знаю, грибы он есть, но они не растаяли у меня, они в морозилке лежали. Ну, в общем, посмотрим, как получится. Поставлю чуть потише огонь. Поставлю на 500, чтобы сильно не скорчала она. И накрою крышечкой. Эта сторонка уже поджарилась. Готово.
Це, друзі, гриби. Я их еще так порежу меленько. И сейчас, ну как меленько, они замороженные. Сейчас я их туда и вместе с мясом белый гриб это. Он просто отваренный. В холодильнике лежал. Ну сейчас я его туда и обжарю вместе с мясом. И будет, я не знаю, что будет, но что-то будет. И сюда же их. Да, друзья, сегодня первый раз я у цьому патичке я скупався. Вот так вот сел, присел и вот так мочалкой все обмылся. Не знаю. Но зато чувствую себя хорошо, так как душа нету в принципе. Так что, ну, вода здесь достаточно чистая. Вот он во дворе, вот видите, здесь протекает. Вот это я вот там вот выше косил, а это вот она здесь, видите, вот он здесь заросший, здесь можно почистить, расширить, чтобы здесь было места много. И в принципе летом просто можно заходить, так это окунулся, углубиться просто-напросто, чтобы здесь была яма глубокая, вода здесь была. Ну и как-то так сделать. Ну и, конечно, там надо выше, вот здесь, вот видите, там все позарастало. Нужно все это пройти и прочистить. Вот видите, вот он там вот бежит, патычок, потому что там вся это уже камни, грязь, там непонятно что. Все его желательно все это вычистить и покосить, вычистить. Вон, видите, лилии даже цветут. Вот. Сейчас я наложу 2 порции. Це Василю ложу. Тарелок я ще не разобрался, вот, поэтому якось так получится. В такие тарелки глубокие. И себе тоже. Ой, а пахнет так и грибами, и чесночком, и курочкой. Так, ну что, друзья, вот и первый вечер моего пребывания здесь. Так что приготовил ужин наспех. И мы с Василем ужинаем. Приятного аппетита и вам. Ну и покуда я прерываюсь. Все, друзья. Кусок пилы в печи был, перелаживали. Или ножовки. Так, весь хлам. Потом там нужно будет перебрать, так как еще половинки все эти точки пригодятся. За кирпичи прижимай, чтобы не отвалилось. Так, пока хватит, повезу.
друзья, что мне самое интересно по поводу этой печки. Может, кто-то, друзья, из вас сделал, или видел, или ему делали в таких домах, где стена вот эта вот межкомнатная несущая, и там вот это вот там дымовой ход, который идет с печки, он сделан прям в самой стене. Ну, я так подразумеваю, что здесь так и сделано. Я не понимаю, что мне дальше сделать. И я хотел здесь сделать грубую полностью. То есть, чтобы вот печка здесь, дым нырнул сюда, пошел по низу, туда, потом поднялся, вышел сюда и по дымовым каналам такие, то есть сделать колпаки, там где-то по полметра колпак, например, один колпак с вертикальными этими ходами, потом второй колпак, вот третий колпак под самый верх, и уже он выходит дымоход. Это нужно разбирать всю стену. Но стена, как я уже сказал, я так понимаю, что она несущая. Я боюсь, что я вообще дом завалю. Или вот эта вот стена полностью, потолок обрушится. Я понимаю, что можно сделать, например, оставить здесь вот такое вот расстояние, не разбирать, вот так обрезать, чтобы эта стена стояла кусок. И там то же самое оставить. И выбрать вот такой вот промежуток. В общем, не знаю, загвоздка. Но пока продолжаю разбирать печь, разберу ее полностью, а там уже, может быть, кого-то поинтересуюсь, как люди здесь делают или нет. Как я уже сказал, в основном здесь вот это во всех дворах, в таких домах, вот эта печь служила здесь как варочная и обогревала вот эту вот одну комнату. В соседней печи стояла еще одна печь, такая квадратная, как она сказать, ракета, или тут ее называют кахля, вот. Ну, с кафеля она такая сложная, небольшая печка. Она тоже хорошо греет, эта печь. Но смысл ложить мне две печи я не понимаю. Та печка, она была вообще наклонена, и она завалилась. Я ее разобрал. А эта печь тоже толком не горела. Ну как, тяга была очень плохая. Грибами пахнет, мясом пахнет. Обалдеть. Фух, ну наконец-то. Вот и, друзья, закончилась эпопея с разбором печки. А тут делов еще не початый край. Непонятно, что это за печка, что здесь 3-4 выхода идет с печки. 1, 2, 3, 4. Ну вот, друзья, как-то так провожу я время здесь, на Закарпатье. Хотелось бы, конечно, поездить по интересным местам, посмотреть, но пока на это нету времени. Эпопея с печкой еще не закончилась, да и не только с печкой. По приезду очень много я сделал. В общем, в этом видео, будем говорить, это очень маленькая часть, то, что я делал. Вот, поэтому буду заканчивать
это видео сегодня. Все, друзья, до свидания, до новых встреч на Закарпатье. Пока. И не забывайте подписываться, пожалуйста.